Товарищ подполковник, старший лейтенант Астахов для дальнейшего прохождения службы прибыл. Подполковник Гуров, комендант участка, здравствуйте. Здравствуйте. Лейтенант Егоров, ваш замполит. Здравствуйте. Рябоконь Михаил Иванович, старшина заставы. Рад с вами служить. Как добрались? Спасибо, хорошо. Застава наша, как вам? Да все, с детства знакомо. Только мы вот с Михаилом Ивановичем малость постарели. Все правильно. Он мужает, мы стареем. Это ваша жена? Да. Представьте нас, пожалуйста. Совсем дитя, да, Михаил Иванович? Да. Ребенок. Здравствуйте. Знакомьтесь, Александра. Подполковник Гуров Константин Петрович, здравствуйте. Саша. Саша. Михаил Иванович. Очень приятно. Лейтенант Егоров. Саша. Вы ленинградка? Нет, москвичка. Сашенька, а знаете, у нас здесь ничего нет. Ни театра, ни танцев. Ни зрелищ никаких. Ничего, не заскучаете? А я не развлекаться сюда приехала. Очень хорошо. Ну, коли так, Михаил Иванович проводит вас на вашу квартиру. А вас, товарищ старший лейтенант, я ожидаю через 15 минут в канцелярии. Есть. Давай. Ну, как настроение? Отлично. Тебе здесь нравится? Очень. Обживайтесь, Александра Евгеньевна. Что будет нужно, обращайтесь ко мне. Обед будет ровно через час. Ну как? Как? Почти как дома. Прошу тебя, будь повежливее с моим начальством. Для тебя это начальство. А для меня Константин Петрович. Особенности охраняемого вашей заставой участка. Вот проходит трасса государственного значения. На 14-м километре начинается запретная зона. Здесь объект оборонного значения. Охрану зоны осуществляют внутренние войска. Тут они хозяева. В пограничной же зоне подчиняются нашим требованиям. Второе. За кордоном знают о существовании зоны. Дважды пытались проникнуть и выяснить характер работ. Первый раз под видом археологов. Вот здесь есть древний монастырь.
очень красивый. А второй раз в поселке Гулаб вдруг объявился родственник из города. Они пытались пройти через границу? Нет, теперь третье. Из допроса задержанных нам стало известно, что зоной заинтересовалось Центральное разведывательное управление. Им важно, видимо, знать, что делают здесь русские. То ли строят ракетные площадки, то ли ведут разработки стратегического сырья. Второе им более важно, потому что геологические структуры сопредельной территории позволяют вести идентичные работы. И последнее, товарищ старший лейтенант. Запретная зона – это главное направление в охране границы на нашем участке. Пропустите нарушителя, государство заплатит за вашу ошибку миллионами кровных народных рублей. С границей буду знакомить вас лично. Хочу, чтобы вы знали ее на ощупь, на звук и на запах. Вот, попьем чаю и с дозором пойдем с вами на участок. Предупредите об этом жену. Давно женат? Вторую неделю. Стало быть, медовый месяц. У меня тоже так было. Утром расписались, а вечером взяли чемодан один на двоих и в поезд. Москва-Хабаровск. Да. Начальник заставы выделил нам под жилье фанзу. Роскошное по тем временам и в том краю жилье, скажу тебе. А кругом тайга, сопки, раздолье, Амур. Никогда больше и нигде не видел такой красоты. Наверное, теперь уже и не увижу. Товарищ подполковник, на участке 10-й пограничной заставы происшествия не случилось. Докладывает начальник заставы капитан Сафонов. Здравия желаю, товарищ подполковник. Здравствуйте, Анатолий Андреевич. Знакомьтесь, начальник 11-й заставы. Старший лейтенант Астахов. Капитан Сафонов. Рад познакомиться. Товарищ старший лейтенант, приказом начальника пограничного отряда вам вменяется в обязанность охрана государственной границы на участке от 320 по 385 пограничный знак. Стык 10 и 11 заставы проходит здесь, посередине реки. А сейчас идемте, я вам покажу участок заставы. Вот этот участок границы – это главная твоя забота. Видишь? Да. Сбоку прикладом бей. Магазинной коробкой бей. Снизу прикладом бей. Сбоку прикладом бей. Магазинной коробкой бей. Снизу прикладом бей. Сбоку прикладом бей. Магазинной коробкой бей. Сам держи, выходи вперед немного. Подавай, подавай. Оп! Товарищ подполковник, у меня создалось впечатление, что на заставе не доверяют технике. Получается так, что люди и приборы дублируют друг друга. Зачем спешить с выводами?
Я высказываю лишь свое мнение. Я, конечно, ценю ваше мнение, Астахов, но мне нужны на границе люди, живые. Я не против техники, не против всяких нововведений, экспериментов. Я здесь служу 24 года. И верен своему опыту. Запомни, Астахов, никакой прибор не заменит контрольно-следовую полосу собачек и живых человеческих глаз. Учти это на будущее. У меня в комендатуре 8 человек, таких как ты. И все экспериментируют. Дайте мне спокойно дослужить. А потом экспериментируйте себе на здоровье. Я для этого уже устарел. Можно? Можно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Александра Астахова. Откуда вы знаете? А в горах все известно. В горах нет тайн. А что же известно в горах? Что приехал новый начальник заставы. Что его жена, преподаватель литературы, что она хочет работать у нас в школе, где директором я, Софья Кодолидзе. Очень приятно. Пожалуйста, проходите. Спасибо. Документы у вас с собой? Да. Знаете, мне сказали, что обязательно нужно знать грузинский. Ну, я думаю, что для выпускницы Московского университета не составит большого труда выучить грузинский язык. Скажите, все-таки откуда вы узнали, что я Астахова? В пограничной зоне новый человек, как белая ворона. Простите меня за такое сравнение. Манана! Ватоно. Это жена начальника заставы, твоя коллега. Хочет работать у нас. 9 класс только один. Возьмешь малышей. Почему ты хочешь отдать ей лучшее, что у нас есть? Я тоже имею право. Нана, потому что эта женщина живет на пограничной заставе, а ты дома. Помоги ей. Наши родители всегда помогали друзьям. Кайге. А это, наверное, твой отец. Нет, это дядя, Спиридон Долидзе. Он погиб под Севастополем в 42-м году. Тот, кто знал дядю, говорят, что он был бы большим художником. А это его акварели? Да. Это единственное, что у меня сохранилось. Пожалуйста, садись. Отец мужа тоже погиб на границе в 58-м. Да, он погиб 5 апреля. Мой отец очень хорошо знал Владимира Михайловича. Они были очень дружны. А вот это тебе на первый раз. Учись. Изрядно сегодня. Ничего, нормально. Ты парень здоровый, выдержишь.
Товарищ подполковник, за время вашего отсутствия на заставе никаких происшествий не случилось. Да? Я же по глазам вижу. За исключением. Разрешите обратиться к старшему лейтенанту Астахову? Обращайтесь. Ваша жена была задержана в запретной зоне военным патрулем. Старший лейтенант Расторгуев привез Александру Евгеньевну на заставу для опознания. А что могло случиться, Михаил Иванович? Поехала на мотоцикле в поселковую школу. Наверное, сбилась с дороги, я так считаю. Ага. Старший лейтенант Расторгуев. Здравствуйте, Здоров. товарищ подполковник. Что там произошло? Гражданка Астахова проникла в запретную зону на глубину 7 километров. Вот ее документы. Отдай ее мужу. Ему? Да, Астахову. Розенков! Долго еще будут надо мной издеваться? Обрадовались, шпионку поймали. Саша, иди домой. Мог жену потерять. И ты тоже хорош. Не мог объяснить пограничную обстановку женщине. Я ее один раз видел, товарищ подполковник. Она же ведь из московской квартиры. Она от мамочки приехала. Должен был объяснить. Тоже мне замполит еще. Виноват, товарищ подполковник. Саша, прости меня. Я виноват. Ты понимаешь, я должен был вчера предупредить тебя. Я думал, сделаю это позже. Но я же не знал, что ты возьмешь мотоцикл и утром поедешь в поселок. Саша, прости меня, прошу. Слышишь? Сашенька, ну прошу тебя. Ну прошу. Как ты со мной разговаривал в машине? Как ты на меня смотрел? Ты мне даже руки не подал, когда я выходила из машины. Даже не помог выйти. Но ведь я твоя жена, Алеша, ты что, забыла об этом? Я не понимаю. Саша. Сегодня ночью под моим окном были волки, а тебя не было. Это не волки, это шакал. Я не знаю, шакалы это или волки, но ведь Саша, ты я пограничница, же сама. Саша, запомни, это застава, а не Кутузовский проспект в Москве. Слушаю. Товарищ старший лейтенант, у 351-го погранзнака обнаружен след. Иду.
случилось? Тревога. Ты спи, спи. Не волнуйся. Алёша, ты куда? Быстро, быстро! А что случилось? Тревога. Простите, вы кто? Я Вера Кузьминишна, жена Михаила Ивановича. Застава вышла по тревоге. Порядок. Молодец. Вера Кузьминишна, вы врач? Нет. До врача не дотянула. Фельдшер. Работаю в поселковой поликлинике. Сашенька, а совет можно тебе дать? Конечно. Ведь ты у нас теперь пограничница, правда? Вот если что-нибудь будет такое, ну, тревога или еще что-нибудь, рядышком имей всегда одежку какую-нибудь, а то вот эта вот форма, она не годится, понимаешь? Да? Ага. Спасибо за совет. Хорошо. Ребенка врач осмотрел? Да, все в порядке. Что с собакой, Ченцов? Пока не знаю. Чем-то след обработали. The new photos. Последние снимки. Congratulations on the success. Поздравляю с началом операции. Вот. Приказано передать вам. Ой, чей это? Сынишка задержанный. Наши все целы? Все. Что там? Дик зовет меня. Отравили его сегодня. Как отравили? Обработали след какой-то химией, он изжег себе всю носоглотку. Ну, пойду. Ну, малыш, где ты там? Ну, ой, человечек маленький. Ну, ручки какие. Ой, ой, мальчик. Ой, а ну давай, иди сюда. Ну, улыбнись. Ну, какое ушко у нас здесь. Ну, улыбнись. Что же мне с тобой делать? Ты, наверное, есть хочешь? Есть хочешь, маленький? Ух ты, маленький. Ну, что там? Да ну, истеричка. Она границу переходила на допинге, а когда ее задержали, она от страха впала в стрессовое состояние. Что с ним делать? Теперь неси. Куда, домой? Нет, к ней. Можно.
Войдите. Товарищ старший лейтенант, Александра Евгеньевна принесла ребенка. Пусть войдет. Ну как, малыш? Наверное, есть хочет. Вот ваш ребенок. Ольга Петровна, вы можете его покормить? Саша. Ты Егорова хочешь увидеть? Конечно, хочу. Ну, тогда одевайся, вместе поедем на заставу. Камарджоба, Софико. Здравствуй, Софико. Здравствуй, Ушанги. Как поживаешь? Спасибо, хорошо. Как ты? Тоже хорошо. Когда же ты войдешь в мой дом хозяйкой? Никогда, Ушанги. Ходят слухи, что ты спуталась с лейтенантом-пограничником. Чего стоит мужчина, который собирает женские сплетни? Запомни, женщина, ты будешь моей женой. Или ничей. Никогда, запомни. Софико, как ты там? Отлично! Добрый день, Александра Евгеньевна. Привет. С вами гости. Да, А кто она, наша гостья? моя коллега. Разрешите ваши документы? Ага. Пожалуйста. Спасибо. Пропусти. Алло, дежурный? Слушаю. Александра Евгеньевна везет на заставу директора школы из поселка. Красивая? А как же? И только на меня смотрела.
счастье для тебя, одной тебе, одной тебе. Разрешите? Здравствуйте, Михаил Иванович. Проходите, пожалуйста. Садитесь. Спасибо, Александра Евгеньевна. О, как говорится, до лучших времен. Служба. Товарищ старший лейтенант, там за Диком приехали. Хорошая собака, Дик. Дик, пес хороший. Хороший. Всякой службе приходит конец. Да. Такой собаке замену найти трудно. Хороший пес. Знаю. Дик, собака. Дик. Давай. Подготовьте машину. Есть. Иду. Прости, родная, надо ехать. Вызывают. Ну, ты можешь уделить мне хотя бы 10 минут? 10 минут? Могу. Астахов, а если меня вообще не будет, что-нибудь разве изменится в твоей жизни? Я не понял тебя. Ну, если я уеду или вообще исчезну куда-нибудь, разве что-нибудь изменится? Как ты можешь так говорить? Я могу так говорить. Потому что сколько мы с тобой здесь живем, ты еще ни разу не поинтересовался, как у меня в школе идут дела, какие у меня ученики, какое у меня настроение. Хорошо ли мне здесь плохо? У тебя свой мир, а у меня свой. Ну, мы живем в одной квартире, едим за одним столом. Но это же еще не семья. Сядь, пожалуйста. Прости, но ты забыла один наш разговор. Еще в Москве. Я тогда рассказывал тебе, что значит быть женой пограничника. Ты согласилась. Сейчас я принял заставу. У меня много дел. Да, я, наверное, мало внимания уделяю тебе. Меня сутками не бывает дома. Но я повторяю тебе, Саша, что это граница. Понимаешь? Он догадывается, что работает на нас? Нет. Старый осел пошел пощипать травку на родных лугах. Товарищ старший лейтенант, за время моего дежурства на заставе никаких происшествий не случилось. Дежурный что кричишь? Что, шпион, что ли?
Садитесь. Этот человек утверждает, что он Спиридон Долидзе. Я хочу, чтобы вы опознали его. Вас прошу, Батанагири. Когда-то с этим человеком я пил вино. Ты помнишь дату этот день? Да. Тогда мы провожали на фронт 27 добровольцев. Лучших из наших селений. Среди них был вот этот человек. Это Спиридон Долидзе. Старший брат твоего отца Сопико. Да, это он. Почему он у вас? В чем же его вина? Он тайно перешел государственную границу. Остальное выяснится на следствии. Можно я ему задам вопрос? Задавайте. Дядя, 42 года. Наши односельчане помнят твое имя как героя. Так почему же ты пришел к нам как вор? Не торопись, дочка, кидать в меня камень. Дневной свет сменяет тьма, а в человеческом сердце рядом с мужеством гнездится страх. Я был самым молодым из тех, кто отправлялся на фронт из нашего села. А там, под Севастополем, когда уходил последний корабль, уходила последняя надежда, то у меня и у командира осталось по одному патрону. Я не смог выполнить приказ командира и застрелиться. Желание жить победило во мне мужество. Я был молод. Зачем же ты пришел к нам? Я пришел, чтобы умереть на родной земле. Я тебе не судья. Ты старше меня. Но запомни, ты лишил нашу семью самого дорогого – чести. Как я буду смотреть людям в глаза? Как? Хорошо, что отец не дожил до этого дня. Из нашего поселка ушло на фронт 75 человек. Вернулись живыми домой 2. Один герой Советского Союза, а другой трус. Товарищ подполковник, вы приказали сосредоточить все силы и средства вдоль линии границы. В полосе залегания нарядов. А тыловые подходы к границе и трасса в результате этого остались неприкрытыми. Ну что ж делать? Так диктует обстановка. Обстановка как раз диктует обратное. Граница и так достаточно защищена техническими средствами. Мне нужны люди и живые глаза на границе, а не железки и стекляшки. Штыком границу не прикроешь. Тогда не совсем, товарищ старший лейтенант. Важно суметь сосредоточить силы в направлении вероятного движения нарушителя границы. Вот что важное, товарищ Астахов. Сосредоточить, а вы предлагаете распределить силы. Этого я не допущу. И все-таки я считаю необходимым прикрыть трассу. Я запрещаю всяческое передвижение людей и техники. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха илляллах. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على Товарищ старший лейтенант, приехал Гуров. Извини. Проводишь на заставу? Скажите, Виктор, мне не хочется тревожить Алешу. Как погиб его отец? Как погиб? Банда Гасана пыталась прорваться через границу. Наши зажали их вон в том ущелье и вынудили сдаться. До этого был бой, в котором погиб Владимир Михайлович. А жена попросила, чтобы его похоронили в том месте, где он погиб, для того, чтобы и после смерти Владимир Михайлович оставался со своими друзьями и помогал им охранять границу. Скажите, а вот эта женщина с ребенком, которую вы задержали, она могла бы стрелять в нас? А ведь ребенок-то не ее, как выяснилось. Как не ее? Так, там прекрасно знают, что мы любим детей. И при случае милиции и военные всегда окажут помощь матери с ребенком. А ей легче конспирироваться, легче затеряться среди людей. Понятно? Да, а чей ребенок тогда? Мамой она стала за 2 месяца до перехода через границу. А чей это ребенок? Откуда он? Ей, конечно, не сообщили. Ужас какой. А стреляет она не хуже, чем я. Вот в этом доме, как показала задержанная Ольга Орлова, она прожила неделю, прежде чем перейти границу. В доме есть радиостанция, гараж, зал для просмотра фото и кинодокументов, планшет с рельефом нашего участка и опытные инструкторы. Вот такой домик. Какое задание было у Орловой? Несла новый шифр. Товарищ подполковник, пещеры видите? Вижу. Они там оборудовали новый наблюдательный пункт. Когда обнаружили? Вчера утром. И они там поставили прибор ночного видения. Ну, теперь они будут вести наблюдение за нами круглые сутки. Угу. Ой, не просто все это, хлопцы. Какую-то гадость замышляют, наверное. Итак, переход Орловой и Долидзе сделали свое дело. Пограничники сосредоточили свои силы на линии границы. Теперь твой черед. Задача вмонтировать электронный датчик на трассе. Если невозможно будет вернуться через границу, тогда я буду следовать другому плану. Я вернусь через форт. Мы придем за тобой через 3 дня с начала операции. Yes, sir. Да, сэр. Ветераны пограничного округа, коммунисты отряда поздравляют тебя с юбилеем и желают крепкого здоровья и успехов в охране государственной границы. Благодарю вас, товарищ полковник. Передавай привет Вере Кузьминишне. Спасибо. Гости собрались? Так точно, в полном составе. Желаю всего самого доброго. Вам тоже. Официальная часть окончена. Прошу к столу. Какой пирог. Дамы, разрешите снять мундир? Да, конечно. Угу. Прошу. Спасибо. Ой, Вера Кузьминишна, какой пирог. Красиво? Да. Михаил Иванович. Да? Скажите, сколько вам лет? Сашенька, женщины и прапорщики возраста не имеют. Правильно. Вот Вы так. попробуйте собственную. Ой, а из чего это? Между прочим, новая. Вера Кузьминишна лично приготовила. Несмотря на...
Как здорово. Да. Разрешите войти? Добрый вечер. О, Виктор. Дорогой Михаил Иванович, личный состав заставы поздравляет вас с днем рождения и просит принять этот скромный подарок. О, давненько не брал я в руки. Желаем вам счастья и здоровья. Спасибо. Спасибо. К сожалению, мы присутствовать не можем. Понятно. Когда на посту такие молодцы, граница на замке. А жены под наблюдением. Софико. Почему не покупали? Мне было жалко. Такой инструмент я всегда дал. Дай руку. Закрой глаза. Береги. Нам редко приходится в праздничный час печатать шаги на парадах. Ну что ж, обойдутся парады без нас, зато на границе порядок. И вновь пограничную службу несем, и вновь на приказ отвечаем мы: есть. Далеко-далеко отсюда наш дом, и все-таки он начинается здесь. Не каждый по внешнему виду герой, обычные люди простые, но в мирные дни нам вручает порой страна ордена боевые. И вновь пограничную службу несем, и вновь на приказ отвечаем мы: есть. Далеко-далеко отсюда наш дом, и все-таки он начинается здесь. А трудно бывает, так это не в счет. Привыкли и к зною, и к стуже. Непрошенный гость ни за что не пройдет, пока на границе мы служим. И вновь пограничную службу несем, и вновь на приказ отвечаем мы: есть. Далеко-далеко отсюда наш дом, и все-таки он начинается здесь. Гриф, пора пускать. Видимость 600 метров. Скорость ветра 6 баллов. Okay. I wish you good luck. Счастливого пути. Go.
Утес, я Береза. Прошу связи. В 15-м секторе обнаружена цель. Как поняли меня? Прием. Вас понял. Высылаем поисковую группу. Экипажи машин. За мной. Повелись. Заводи! След ведет в запретную зону. Радист! Передать на заставу. След ведет в запретную зону. Пусть высылают дополнительные наряды. Перекрывает дороги на трассу. Понял? Есть! Утес! Я Ромашка, прошу связи!
Товарищ старший лейтенант, собака след потеряла. Видимо, он в машину сел. Определите, в каком направлении ушел нарушитель. Есть. Связь с заставой. Утес, утес. Я Ромашка. Утес. Есть связь. Доложите коменданту. В районе трассы след потерян. Предполагаем, его подобрала попутная машина. Как меня поняли, прием? Вас понял. Комендант выезжает к вам. Понял. Жду его на трассе. Все. Радиолокационная станция каким образом оказалась у Медвежьего камня? Виноват, товарищ подполковник. Я ее переставил без вашего разрешения. И наряды переставил? И наряды тоже. Анализируя обстановку, создавшуюся на моем участке, я пришел к выводу, что соседи, посылая к нам Орлову и Долидзе, добиваются одного, чтобы мы оголили трассу. И поэтому я снял станцию с границы. Самовольно? Она там дублировала другие приборы. Стекляшки. И поставил ее на наиболее уязвимый участок. Следы нарушителя начинаются у Медвежьего камня и оканчиваются на трассе. Так точно. Каким образом? Нарушитель прошел незамеченным, не оставив следов на контрольно-следовой полосе. Прошел незамеченным сквозь наряды, систему. Каким образом он оказался у Медвежьего камня? Этого я пока не знаю. И я не знаю. А не снял бы ты самовольно наряды с границы? Мы бы знали. Товарищи офицеры, ко мне! Простите, вы жена начальника заставы? Да. Так. Капитан Воронин из комендатуры. Я колено разбил при высадке из вертолета. Подбросьте, пожалуйста, в поселковую поликлинику. А то я сам один не доберусь. Ну, садитесь. Спасибо. Только покрепче держитесь. Я везу капитана Воронина из комендатуры в ближайший медпункт. Он колено повредил. Хорошо, проезжайте. Кого она повезла? Капитана в поликлинику. Какого капитана? Документы проверил? Кажись, из комендатуры. Кажись. Утес, утес. Начальника заставы. Докладывайте обстановку. Район предполагаемого нахождения нарушителя блокирован. Поисковые группы ведут в этом районе поиск. Строители сообщили, что ночью никого на трассе не подбирали. Сержант Баландин. Сержант Баландин передает с КПП, что ваша жена проследовала в сторону поселковой поликлиники с капитаном из комендатуры. Передайте Баландину. Пусть занимается своим делом. Есть.
Охрана особого объекта предупреждена. Милиция и дружинники перекрыли дороги. Товарищ старший лейтенант, сержант Баландин просит выяснить, есть ли среди офицеров комендатуры капитан Воронин. Есть такой капитан Воронин, но он с семьей уехал в отпуск. Пускай выяснят, как выглядит этот капитан. Есть. Товарищ подполковник, да. Сержант Баландин передает. Приметы. Брюнет, травмировано правое колено, одет в полевую форму. Немедленно организовать поиск. Первая поисковая группа вертолет. Прошу вас, сверните к реке. Очень пить хочется. Давайте я вам помогу. Здесь осторожнее. Первый, я второй. Второй, я слушаю вас. Товарищ полковник, граница перекрыта, веду поиск. Поисковая группа 2 сообщает. Среди задержанных в пограничной зоне нарушителей не обнаружено. Утес сообщает. В поселке мотоцикл номер 1121 не появлялся. Что они ищут? Не знаю. Советую вернуться в Ушанги. У переезда идет такой шмон, какого я еще не видел. И пограничники, и ГАИ, и дружинники. Куда я вернусь? Меня ждут на рынке. Дорогой, у меня в машине немного винного спирта. Забери к себе. Извини, Ушанги. Все забито. В следующий раз, пожалуйста. Возьми хоть один 10-литровый баллон. Не могу, пойми, нет места. Ну, выручи, хоть один баллон возьми. Ладно, тащи. Тихо. За что убиваешь? Слушай меня внимательно. Садись в кабину. Спокойно. И езжай вперед, понял? Что случилось, Ушанги?
Где твоя 10-литровка? Езжай, езжай, я передумал. Поисковая группа 3 сообщает. На 75-м километре автострады обнаружен мотоцикл Иж Планета Спорт. Номер мотоцикла 1121 МОП. Владелец мотоцикла не обнаружен. Ведем поиск. Это здесь. Сверни-ка еще вон на ту дорогу. Дай. Спокойно. Спокойно. Будут останавливать, остановись. Да не трясись ты. Здравствуйте, ГАИ Максименко. Документы, пожалуйста. Куда вы едете? На рынок. Почему направляетесь по этой дороге? Что вы там шепчете? А ну-ка, выходите из машины. Стой! Стой! Стрелять буду! Стой! Докладывает пост ГАИ на проселочной дороге в село Чакви. Только что угнан ЗИЛ-131, номер 5114. Номер 5114. Приметы угонщика совпадают с объявленными к розыску. Преступник вооружен пистолетом. Следует по дороге к поселку Ахалсапели. Товарищ старший лейтенант, вас! Астахов слушает. Товарищ старший лейтенант, недалеко от КПП нашли Сашу. Она жива? Я спрашиваю, она жива? Да. Жива, жива! Товарищ старший лейтенант, не волнуйтесь, принимаем все меры. Сашу нашли. Она тяжело ранена. Алексей, я высажу тебя на трассе. Займешься женой. А мы будем продолжать поиск. Я должен взять его сам. Вижу машину. Передайте коменданту. Слушаюсь. Товарищ комендант, машина. Идите параллельно с ней. Понял, понял. Он 5114. Его нельзя выпускать на автостраду. Автомат! Предупредительный перед машиной. Водитель автомашины 5114, остановитесь. Пропустите колонну с детьми.
первый, я второй. Я слушаю. Товарищ полковник, нарушитель обнаружен на 23-м километре автострады. Он движется в колонне с детьми по направлению к городу. Прием. Второй, я первый. Гуров, дети не должны пострадать. Отвечаешь за них головой. Нарушителя брать только живым. Понял? Вас понял. Связь со мной каждые 15 минут. Все. ТВ. «Жигули». Фургон. Светлый. Это не он, товарищ подполковник. Приметы не сходятся. Лосев, остаетесь здесь! В вертолет! Все дороги перекрыты постами. Осталась одна. К старому форту. Вряд ли он пойдет туда, товарищ подполковник. Это же ловушка. Из него нет выходов. Там можно укрыться. В катакомбах. Измените курс. Идем в направлении старого форта. Понял. Догони. Живым. Живым возьми.
оружие! Обыскать! Слышь, Леша, 24 года. И ни одного прокола не было. Ни одного. А тут я, видно, что-то не досмотрел. Старею, черт возьми. Но ведь задержали, Константин Петрович. А Саша? Больно же. Железки? Стекляшки. И вновь на приказ отвечаем мы есть. Далеко-далеко отсюда наш дом, и все-таки он начинается здесь. Отсюда наш дом, и все-таки он начинает.